Сегодня сериал «Охотничьи псы», 2023 год. Оригинальное название, вернее его перевод оригинального названия, переводится как «Словно собаки». Автор сценария и режиссер Ким Джу Хван в ролях У До Хван и Ли Сан И. Я узнала об этом сериале из ролика «Принца Лимона». Смотреть было очень интересно. Сюжет. Два боксера, встретившись на ринге, сдружились, вместе нашли работу. О том, что с ними приключилось, и рассказывается в фильме. Серий всего 8, напряженный, динамичный. Так как серий не так много, сериал совсем не нудный, на что хотелось бы обратить внимание. Вид спорта, которым занимались главные герои – бокс. Нетрадиционное тэквондо или еще какие-то восточные единоборства. Я думала, бокс не популярен в Корее. Да и именитых боксеров, что среди любителей, что среди профессионалов, я что-то не припомню. Возможно, я ошибаюсь. Высказывая свое мнение, надо всегда оставлять шанс на сомнение. Невозможно быть уверенным в чем-то на все 100. Меня поразило, как легко можно одурачить корейцев в плане кредитов. Когда не владеешь языком, можешь попасться на удочку. Но умея читать, нет, конечно, никто не застрахован ни в одной стране мира, но мне кажется, надо быть начеку, особенно если условия рефинансирования уж слишком хороши. Ни один ростовщик не будет заниматься благотворительностью. Поэтому я не могла понять ростовщика-инвалида, который давал беспроцентные суды. Но этим воспользовались злодеи. Мама главного героя меня бесила. Сын давал ей денег, чтобы заплатить за аренду. Надо было с ним посоветоваться, прежде чем соглашаться на рефинансирование, тем самым подвергая опасности и себя, и сына. Банки дали кредит под 7%. Эти появившиеся из ниоткуда благодетели рефинансируют под 5%. Не знаю, меня всегда настораживают низкая процентная ставка по кредиту и высокая ставка по депозиту. Ничем хорошим это не закончится ни для банка, ни для его клиентов. Очень жалко было дядечку-инвалида, вот уж воистину не делай добра, не наживешь зла. Он все сетовал, что дал работу, обучил всему, что сам знал главного злодея, который в кризисное время ограбил его и сделал инвалидом. Покоробил тот факт, что, имея такой большой оборот, не позаботились о серьезной охране, бронированном спецавтотранспорте, да и деньги хранились не в специальном хранилище. Все как-то несерьезно, но во всяком случае создалось такое впечатление. Сколько смотрю сериалы, прихожу к выводу, что крупное строительство всегда ведется за счет банковского кредитования или иных инвестиций ростовщиков, поэтому банки почти всегда в более выигрышном положении, чем остальные участники-игроки. Очень было жаль двух мужчин из бывшей охраны инвалида, которых убил главный злодей. Один шеф ресторана японской кухни, другой не знаю, чем занимался, у него была беременная жена. Шеф-сушист погиб в поединке с главным злодеем, а второй как бы предал сушиста, назвав адрес японского ресторана, потому что хотел сохранить жизнь своей беременной жене. Язык не поворачивается назвать его предателем. Перед этим показывают беседу этих двоих о предстоящих родах, о томительном ожидании первенца, и сушист дает денег будущему отцу на покупку фруктов жене. Очень душевно и трогательно было это наблюдать. Поэтому зрителю понятно, когда сушист воспринял как надо предательство в кавычках, потому что знал, что значит для него ожидаемое отцовство. И еще шеф-повар был обречен, так как главный злодей вставил лезвие в носки ботинок, и при ударе ногой лезвие делали порезы на теле противника. Кроме того, он надел защитный жилет. Проверка выпивкой, мне кажется, дурацкая затея. Или это работает по принципу, что у трезвого на уме, то у пьяного и на языке. Сериал вроде не про старину и не про 90-е, но уровень кровожадности и умопомрачительной жестокости зашкаливает. Неужели такие факты есть в Корее, когда они везде трубят о безопасности? А еще меня растрогала сцена, когда новоявленный друг-боксер вымаливает у приятеля-ростовщика сумму в 100 миллионов вон под 1% годовых. Для друга, который случайно подслушал это, я чуть не заплакал. Как-то корейцы могут сделать акцент на какой-то мелочи, казалось бы, но эта мелочь четко дает понять суть отношений двух друзей. Теплота и сердечность на фоне кровожадности вышибут слезу у кого угодно. Как сказал в беседе дядечка-инвалид, мы должны преодолевать любые трудности с добрым сердцем. И еще один эпизод в начале, когда главный герой усмиряет пьяного дебошира, а потом так усердно бьет поклоны и извиняется, что сразу понимаешь, перед тобой человек с твердым характером, справедливый и добрый. В финале, сидя возле поверженного главного злодея, Куно, главный герой, произносит: «Я превратился в гончего пса». Ну а как иначе? Воюя с собаками, ты тоже становишься собакой.
Добро без кулаков обречено на поражение. Просто надо вовремя остановиться. С 1 миллиардом вон это не так уж и трудно. Финал замечательный. Солнечный день, крики и смех детей, мама, сжимающая сына и друга в объятиях. На сегодня все. Всем пока.